В этом видео я покажу, как сделать ноду значения с ограничением и где ее можно применить при работе с нодовым деревом. У меня здесь очень простой сетап, в котором копируются объекты, вот количество копий и шаг между ними. У ноды Duplicate Elements значение Amount нет ограничений, то есть минимальное 0 есть, а максимальное 0 либо очень большое, либо его нет. Я хочу ограничить значение числом 50. И расстояние тоже максимальное хочу ограничить. Это можно сделать легко, если вы просто вынесете в Group Input вот эти значения, и они появятся вот здесь в модификаторе, и можно их здесь вот во вкладке Group настроить. То есть здесь задать максимальное количество 50, здесь минимальное расстояние 0, максимальное, допустим, 3 метра. И теперь, если я буду в модификаторе менять эти значения, то значения будут ограничены. Но в чем недостаток этого способа? Если я сдублирую вот этот объект и заменю объект на цилиндр, скажем, могу поменять количество копий и значений. Так работает модификатор геометрических нод. Все вот эти значения вынесены в модификатор, они уникальны для каждого объекта с этим модификатором. Но если мне надо синхронизировать вот это количество копий и вот эти расстояния между объектами, то что мне нужно сделать? Я должен разорвать вот эти связи и настраивать их внутри нодового дерева. Но здесь, как я сказал, нет ограничений. Если я создам ноду integer, вынесу ее сюда, в ноде integer тоже нет ограничений. Если здесь создам ноду value, и здесь тоже нет ограничений. То есть вроде бы это то, что мне надо, но здесь нет встроенных лимитов, которые есть в параметрах модификатора. Я могу, конечно, создать ноду clamp и ограничить здесь значение от 0 до 50. Задаю. Максимальное значение всегда будет 50. Какое бы значение я здесь не задал. Здесь то же самое, могу ограничить расстояние значением 3. Но это неудобно, потому что в самом слайдере я не вижу максимальное значение. Мне нужно все время переводить взгляд вот сюда, чтобы увидеть, какое же тут максимальное значение. Или вот еще один пример. У меня есть вот такой объект, Сюзанна, при помощи GeoNode. Здесь тоже очень такой несложный сетап для этого. Я хочу Сюзанну объединить вот с этими объектами, поставить ее на постамент. Давайте я включу вот этот сетап. То есть сначала у меня сглаживается сама Сюзанна при помощи ноды Subdivision Surface. Здесь можно поменять уровни, чтобы она была еще более сглаженной. Я ее немного наклоняю. Объединяю с вот этой коллекцией с объектами. Все это превращаю в один объект при помощи Realize Instances, в один mesh. И этот mesh я превращаю в объем Volume. Затем Volume to Mesh. Set Position, чтобы сгладить при помощи Blur Attribute, то есть значение Position, прогоняю через Blur Attribute и за счет этого сглаживаю поверхность. Включаю Set Shade Smooth, чтобы у меня поверхность была сглаженная. И назначаю материал. Материал можно вот так просмотреть. Удаляю ноду Viewer и для начала посмотрим, что у нас с нодой Subdivision Surface. У ноды Subdivision Surface есть ограничение минимального и максимального значения. Обычно значение либо не ограничено, либо задан минимальный порог. Здесь ограничено значение level, то есть здесь максимальное значение 6. Потому что при разбиении, при помощи ноды Subdivision Surface, каждый face, при добавлении каждого уровня, он делится на 4 фейса. При каждом последующем разбиении у меня становится в 4 раза больше полигонов. И можно увидеть, что на 6-м уровне у меня уже будет 4 миллиона треугольников. 2 миллиона фейсов и 4 миллиона треугольников. Если взять нулевой уровень, было 500 фейсов. И вот этот уровень, он должен быть ограничен. То же самое со значением Crease. У него максимальное значение единица, минимальное 0. И если я такие значения выношу куда-то в группу,
то у них вот эти ограничения автоматически подключаются. Если же я создаю значение integer, то здесь, как вы помните, нет ограничений. Ну и ноду clamp я не хочу создавать, потому что с ее помощью неудобно смотреть, какое значение задаю. Я сделаю гораздо проще. Создаю из этой ноды, из выделенной, группу Ctrl-G. Внутри мне вот эта нода integer не нужна, я ее могу просто удалить. Здесь значение 1, ну пусть будет 2 по умолчанию. Я подключу вот сюда просто напрямую из группы input в группу out. И здесь, смотрите, здесь справа это группа output, если точка справа, это группа output. И здесь вот эти лимиты, они значения не имеют. Если точка слева, это группа input. И именно здесь надо задать лимиты, то есть минимальное значение пусть будет 0, максимальное пусть будет у меня даже меньше того, что встроено. И значение по умолчанию будет 2. Теперь, если я буду двигать этот слайдер мышкой, то у меня будет максимальное значение 5. Дальше я называю датаблок integer value limited. Нажимаю на значок щита, чтобы защитить его, чтобы он не удалился. И мне не нужно, допустим, видеть вот это вот поле. Не хочу видеть это поле. Я просто нажимаю правой кнопкой по ноде, выделяю Show Hide, Node Options. И у меня вот такое значение. Я также могу взять, изменить цвет этой ноды. Он будет какой-нибудь зеленый, такой же цвет, как у сокетов. И я создам еще подобную нодовую группу для значения float. Я подключу вот эту геометрию сюда. И сейчас у меня mesh to volume и volume to mesh, у них разные значения voxel amount. В первой ноде слишком мало вокселей, чтобы форма была похожа на оригинальную. Значение voxel amount в mesh to volume в режиме amount и в volume to mesh тоже в режиме amount, но должно совпадать. Тогда форма будет максимально точной. Я выношу сюда вот это значение value, подключаю его сюда. Теперь у меня будет и там одинаковое значение. Пусть будет 100 или 200. Вот это меня уже устраивает. Но я хочу его контролировать опять же вот этим значением и хочу задать ограничение. Я также нажимаю Ctrl-G. Но Blender создал мне два сокета, мне это не нужно. Я возьму, подключу все из одного сокета. Второй сокет я удалю внутри этой группы. Сама нода value мне не нужна. Вынесу в группу input значение. И по умолчанию пусть оно будет у меня 100. Минимальное значение пусть будет 50, максимальное 450, например. Называю ноду float value limited. И добавляю fake юзера. Нажимаю на значок щитка. И у этой ноды есть ограничение. Это так называемое мягкое ограничение. Оно работает только когда я кручу слайдер мышкой. Если я хочу ввести другое значение, которое выше этого диапазона, я могу это спокойно сделать, введя значение с клавиатуры. То есть это значение, оно только для работы мышкой. Если же мне нужна еще одна нода float value с ограничением, но с другим лимитом, я могу создать ее копию и сделать датаблок уникальным, нажав на это число копии датаблока. Также нажимаю на значок щита, захожу внутрь и задаю ограничение, например, 200, минимальное пусть будет 20. Значение по умолчанию будет 80. Теперь я задам значение 50 и двигаю вот этот слайдер. Он ни на что не влияет, но у меня вот эти лимиты заданы. Точно так же могу скрыть вот эти Node Options, если они мне нужны, обратно показать. Можно также добавить какой-нибудь цвет и скопировать его. Теперь у меня есть ноды с ограничениями внутри нодового дерева.